Всем привет, друзья! Вы зашли на канал «Замуж в Индию». Доброе утро, я хотела сказать. Хотела рассказать, как мы замечательно проснулись под пение петухов, птиц. Но утро оказалось не совсем добрым. Проснувшись рано, в 7 часов утра, Артур решил позапускать квадрокоптер. И как итог, сейчас квадрокоптер находится вот здесь вот на крыше. Я не знаю, почему он вообще в ту сторону полетел, застрял в ветках. И сейчас вот ребята будут пытаться его достать. Сын Нихи сейчас на крыше. Парам тоже лезет. Парам уже вчера полазил по крыше. Артур, уйди, слезь! Слезь, я тебе говорю. Не надо туда лазить. О, thank you, спасибо большое. Молодец. Your son is very strong and brave. Сильный и смелый сын Нихи. Артур, ты должен благодарить этого парня, то я уже хотела применять. Ладно, не буду рассказывать, что я хотела уже сделать с Артуром. Все хорошо. Ну, Артур, честно говоря, такой, что чуть не плакал уже. Сам расстроился, понял, какую ошибку он допустил. Вот он, наш герой. Я, кстати, тоже вчера проявила, можно сказать, героизм. Я не рассказывала видео вчера, потому что оно больше было посвящено годовщине свадьбы. Но на самом деле вчера тоже у нас произошел такой вот инцидент. Но все могло бы закончиться совсем не весело. Ну, я помогла. А? Что? Покажи. Приша показывала Ниге, как я ругала Артура. Шоу. Вот так вот. А? Как? Покажи. Шоу. Как это Наташа Моуси как делает, когда злая. А дети на самом деле очень любят, я не знаю, как везде, но у нас здесь в Индии дети любят, когда родители ругают кого-то из друзей. Вчера вечером, значит, мы сидели где-то часов до 11, может даже до 11:30. Очень классно. Вот здесь вот играли в карты, в лото. Замечательно проводили время. И Ниха заявила, что утром она проснется в 6 утра вместе с Бавином, ну, со мной, там, в общем, с Приянкой будем заниматься йогой. В итоге, ну, я действительно рано проснулась, в 6:30 я просыпаюсь, вот когда никуда не надо вставать, так вот где-то в 5:30 сейчас мне приходится просыпаться, чтобы Артура собрать в школу. А так вот, ну, я выспалась в 6:30, значит, а вот Ниха буквально, ну, наверное, минут 15 назад встала. What time now? Ну, сейчас уже 9 часов, вот 9 часов. Так что Йога прошла на кровати лежа. Бавин до сих пор вообще не встал. Бавин, where is Бавин? Наш йога-тренер. Будем будить Бавина. Вот, видите, Ниха только зубки чистит. Now we wake up Бавин. Йога teacher, come on, йога. Come on, йога. Come on, йога, we want to... На территории нашего отеля очень много деревьев, очень много манго. И вот сейчас Шавант заметил очень интересную вещь. Я специально приблизила, сейчас я снимаю на телефон, я надеюсь, вам видно. Вот это вот, так. Это муравейник. Там живут рыжие муравьи. Именно на манго. Они выбирают именно это дерево. Шаван сказал, из-за того, что удобно построить этот домик, листья удлиненной формы. И некоторые жители Индии... Сейчас Шаван попрошу его, чтобы он сам рассказал, что жители Индии делают с этими муравьями. So what people do with these ants? People remove that from tree and make chutney. Вот, друзья. Yeah, that chutney is very yummy. Very yummy. Говорит, очень вкусная чатни получается из муравьев. Maybe some Adivasi, да? Like... Adivasi people, yes. Adivasi, да. Yes. In village they make. And they eat with bhakri. One time I want eat. Едят, значит, этих муравьев с бакри. Бакри это такие вот лепешки, сделанные из рисовой муки.
Ага, вот, видите, Парам позвал меня тебя показать. Так это какой фут? Это, смотри, это один муравей тащат, они тащат дохлого муравья. А 3 рыжих муравья тащат одного. Господи. Ну, короче, друзья, это чатни. Бавин, can you eat like this чатни? Нет, нет, муравьев тоже нет. Напоминаю, Бавин у нас вегетарианец, и даже муравьев не станет есть. Но я вообще, честно говоря, тоже, хотя я мясо ем, но попробовала бы. Парам, надо, чтобы ты мне устроил. I want test. Good morning. Привет. Доброе утро. Say good morning. Morning. Good morning. Morning. Улыбашка проснулась. Тоже вчера с нами сидела до 11:30. Да? Ну, come on breakfast. Разговаривает она потихонечку. Вот сейчас увидела в бассейне мячик и говорит: бол, бол. Мама, посмотри, бол, мячик. Умничка. Мами говорит. Мами. Дада. Apple. Banana. Mango. Peru. Chiku. Дада. Баба. Ай. Приянка с ней занимается, и раз в неделю они посещают логопеда. Платного доктора. Стоит, кстати, недешево. Около 1000 рупий они каждую неделю тратят на это. Ну, учитывая, что это в течение 3 лет, каждую неделю нужно посещать, то довольно-таки накладно. Но это очень важно для нее, особенно вот сейчас. Кешью. Good area, да? Nice. Так, а мы идем на завтрак. Напоминаю, что я не ужинаю, но и вчера я практически не ужинаю. Но, честно говоря, я не такая уж прямо и зануда. Если бы что-то было бы вкусненькое, я бы поела бы. Поела бы с удовольствием, сделала бы исключение. Вот, но не вызвала у меня особого аппетита, поэтому я решила свою диету не нарушать. У меня такая диета, что я завтракаю, обедаю, не ужинаю. После где-то 3 часов я уже не ем практически. Поэтому мне удается держать себя в нормальном весе. Ну, как я бы еще хотела бы скинуть пару килограмм. Ну, ладно, не буду жаловаться. И так хорошо. С годами это сложнее. Кто дожил уже до 40 лет. Good morning. Знает. Ботача. Вот, а сейчас я голодная, я очень хочу есть. И я надеюсь, что меня сейчас порадуют вкусным, сытным завтраком. Good morning. Вот видите, Приянка все рассказывает своей малышке, ну, уделяет внимание. Но не всегда. Вот вчера возле бассейна она особо не уделяла внимания. Да, эта девочка очень спокойная, сидела на этом шезлонге или рядышком стояла, но все равно я постоянно переживала. Значит, Приянка расслаблялась, купалась, училась плавать. И особо не смотрела в ту сторону. Я все время на нее смотрела. Ну, вот такая вот. Еще и после происшествия. Значит, вот это вот девчурик, вот этот вот маленький девчурик вчера чуть не утонул. Ну, я об этом вам расскажу. И даже не поняла. Она даже не поняла, что случилось вчера. How are you yesterday? Swim? Ладно. Я уже даже боюсь ходить с ними в бассейн. Так, ну что здесь? Тосты. Артур уже, смотрите, намазывает себе хлеб маслом. И что еще? What else? Что тут еще? Так, ну давайте посмотрим, чем же нас порадовали с утра повара. Это у нас эг-бурджи. Яйца с помидорами, с луком, зеленью. Но это должно быть вкусно. А это кашка, поха называется. Ее делают из рисовых хлопьев. Так, я закрою, а то будет остывать. Ну и все, я тут уже приготовилась на полчаса рассказывать вам. Вот кофе, чай.
И вот еще, пожалуйста, здесь, да, бутерброды можно сделать с маслом. Даже нет варенья. Ну, так себе. Ладно, налетай. Приятного аппетита. Thank you. भाभी ऐसा कुछ चाहिए क्या? इसको अंडा फ्राई आमलेट बोला है ना? Артуш, ешь. Вот видите, Артуру принесли яичницу, потому что такие вот бурджи он не ест. Тут, как в сказке, суп из топора. Стоит попросить, и они по сусекам поскребли. И вот еще, посмотрите, и джем тоже нам принесли. Так что у нас теперь бутерброды будут не просто с маслом, но и с вареньем. Лона, एक दो खाएगी ना? Веселые и смешные. Ага, да ты что? Машинист малыш Барбоскин желает вам счастливого пути. Hindu tradition. Телочки пришли. Ой, боже. Ника Парам говорит, что ты эту газету облизываешь? На тебе булочки, покушай. Это индийская традиция. Если коровки подошли к дому, ну или вот к месту, где ты сидишь, нужно их чем-то угостить. Раньше, когда мы жили и арендовали отель Мадубалти, постоянно к Параму приходила корова. Я даже ревновала. А сейчас вот почему-то в Парам-хаус не приходят ни коровы, ни быки. Уйди. Вот, и Парам по этому поводу даже расстраивается. Я думаю, что он скоро начнет заманивать какую-нибудь телочку. Ты посмотри, она за мной идет. Чел, говорит. Чел. Заходят сюда и курочки, и индюки. Испражняются. Ну, мне на аппетит это не повлияло никак. Я очень вкусно позавтракала. Спасибо. Действительно получила удовольствие. मम्मी का आवाज आना है ये देखा it mama she not worried how she А, да, я вам не рассказала. Значит, Приянка вот так вот посадила на край стола Дрити, а сама пошла набирать завтрак. И Дрити сидит и не делает ни одного неправильного движения. И Приянка в то же время не переживает нисколечки, даже не оборачивается, не беспокоится о том, что ребенок может упасть. И вот и вчера то же самое было. Да, она стояла или лежала на шезлонге, но я все время переживала, что в любой момент, это все-таки ребенок, вдруг ей придет в голову подойти к краю бассейна, и там кто-то толкнет, там скользко, можно упасть. И все, секунда делов. Вот как раз сейчас, да, я расскажу, значит, вчера вот эта вот девочка плавала, резвилась в лягушатнике. Там, получается, отделяется этот лягушатник от глубокого бассейна небольшим таким вот, как мостиком, так скажем. И она легла на этот мостик, лежит, балдеет, и я рядом стою в глубоком бассейне. И тут раз, буквально рядом Ниха стоит, она где-то в 2 метрах от меня. И тут раз, буквально секунда, и она плюхается в глубокий бассейн, и сразу же камнем вниз. Вот сразу же я впервые стала свидетелем такого вот происшествия. И слава богу, у меня сработала реакция. Я всегда боялась вот таких вот моментов. Я иногда смотрю шотсы, короткие видео, где показывают, да, тут недавно мне попался такое видео, как в Турции, по-моему, подросток стоит, такой-то камера наблюдения показывает, снимает. Значит, он стоит, смотрит на здание, смотрит, и тут раз летит ребенок с высокого этажа, и парень ловит этого 2-летнего малыша. И я смотрела это видео, это вот буквально пару дней назад, и я, в этот момент мне так страшно стало, и я представила что-то себя на месте этого парня, это какая ответственность, вот буквально, да, вот он бы не рассчитал, да, я еще и мазила была, когда там мы играли в футбол, баскетбол, я пропускала мячи, и думаю, если бы мне вот такая вот выпала ситуация, и я бы не поймала, я бы, себя бы всю жизнь корила. И тут, пожалуйста, вот такая ситуация возникла вчера. И она падает камнем вниз. У нас еще бассейн тут такой далеко не прозрачный.
И уже вот я вижу, что она уже пропадает. Ну вот, я же говорю, это доля секунды, и, ну там вся жизнь, можно сказать, промчалась у меня перед глазами. Ну и я все-таки ее ловлю, хватаю. Девочка не успела даже испугаться, не успела нахлебать воды, и рядом стоит Ниха, улыбается. Ну, как будто бы она не понимает, что буквально там, если бы я не заметила, я бы отвернулась, то все, ищи свищи. Ну, вот они, люди, которые не имеют опыта, они не думают, недооценивают опасность воды. На самом деле, да, и пловцы иногда заканчивают плохо. Ну а сейчас, друзья, время активности. Парам снимает на телефон, чтобы переслать потом нашим друзьям видео о том, как они развлекаются, плывут на катамаране. Решили по максимуму все возможные удовольствия получить, выжить из этого отдыха. Посмотрите на эту реку. Are you enjoy? Yes, yes. Сейчас наша очередь будет. А Приянка, where is Приянка? Надо куда-то... Приянка отошла. Сейчас посмотрим, как у тебя будет получаться. Значит, не могут причалиться. Уже, наверное, 3 раза подплывают. И все не тем боком или еще что-то. И Парам с Артуром уже хихикают. Но сейчас посмотрим, как у нас будет получаться. Приша уже нервничает. Я говорю, прыгайте и вплавь добирайтесь до берега. Никого здесь нет, тебя никто не контролирует. Бери лодку и плыви куда хочешь. Хоть к морю, в Мумбаи. Now we go в Мумбаи, да? Все, получилось. Получилось с 4-го раза. Сначала пусть они, Артур, спустятся. So maybe we take Bhavin with us, Param. Bhavin, you come with us? Yes, Shravan also, not don't. Okay. Oh, बसून राहा ना. На всякий случай. У них уже опыт. Disha. Ну это же Приша уже плачет. Что такое? Ну, are you enjoy? Yes, you enjoy in boat? Yes, yes. मुझे जाना एक कपल रवा दोगे? Она мне похожа на Марина Кравец. Или Кравец, или Кравец. Напишите в комментариях, кто так считает. Left side. What? कुठे जायचंय? बोट मध्ये जायचंय? अजून एक नाही थांब आता त्या लोकांना जाऊ दे. Только don't go now. Okay. When you coming? बाद में रुको और एक राउंड लेके जाएंगे. Значит, Ниха с мужем Папубаем решили еще по 2-му разу. Так что мы безопытных водителей. Господи, как... why she crying? Наверное, она тоже хотела. Она хотела с Артуром. А вон и Ниха. Ну, в общем, здесь можно целый день кататься. Никто не контролирует. Очень жарко, да, Болгарам? Я представляю, Инкокан you sit only in hotel. Если бы мы поехали в Кокан, а это еще южнее, рядом с морем, ну там вообще такая жарища, сейчас просто пекло. Я говорю, Ниха, ты бы сидела бы целый день в отеле. На улицу бы не смогла даже выйти в такую жару. बचाओ! Maybe no sweat. Stop. I want now this one. Go. Экстрим! Опять. И Ниха все еще не сходит на землю. Ей так понравилось. Ведь уже 3-й раз.
Жениха вместе со своей, ой, господи, Приянка вместе со своей дочуркой. А я уже все, Папуба еще упал. Видите, вот здесь вот очень скользко, действительно это опасно. Здесь камни, это хорошо, что он еще не стукнулся головой. Ну, вообще ему ни в коем случае, у него немножко, да, вот как проблемы с координацией движений после того, как он попал 10 лет, по-моему, назад в автокатастрофу. И потом он еще пару лет назад опять упал, просто упал, подскользнулся в Матеране, лежал в больнице. Ну, в общем, у него проблемы со здоровьем. Артур рулевой. Ну, а мне, знаете, кажется, что в Индии и так небезопасно. И когда ты выбираешь еще какие-то экстремальные виды спорта, развлечения, то это в 10 крат, 100 крат. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.